Всем привет! С вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. В чем же вы боитесь признаться даже самому себе? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, ребят, вот я вам скажу, что вот ваша внешность и ваша вот внутренняя такая сила, внутреннее естество очень сильно могут отличаться. У кого-то из вас проиграется, что вы внешне можете выглядеть строгим, серьезным, да, может быть грозное выражение лица, но в душе вы совершенно другой человек. И вот эта ваша грозность, так сказать, мнимая, да, ну, это у кого-то может проиграться просто как маска. Это отголосок ваших пережитых проблем, переживаний. Потому что когда человек проживает какие-то потери, какие-то предательства, да, разрывы, те же разводы, конечно же, это оставляет все отпечаток, и человек становится более жестким. Эта участь не миновала и некоторых из вас, да, помним, что это общий расклад, поэтому, ребят, буквально, конечно, вы все под себя не можете, потому что это общий расклад, берите какие-то крупицы, кому-то что-то подходит, что-то не подходит, да, я вот просто немножко поясняю вам. Кто-то из вас, я знаю, что вы смотрите, ну, как чисто, знаете, какое-то новое открытие, какие-то психологические моменты для себя взять. Ну, а, конечно же, самые такие подробные — это только личные расклады. А здесь вы уже можете черпать то, что вам подходит. Поэтому смотрите. Ну, а кто-то, конечно, просто для развлечения, как сериал смотрит. Правда, я знаю, что тоже такие шутники из вас есть. Вы человек, который всегда вот протянет руку помощи. Ну, всегда. Вот знаете, есть люди, которых нужно просить о чем-то, вас не нужно. Вы видите, что кому-то плохо, тяжело, больно, да? И неважно, это свой человек, родной, близкий, далекий, все равно вы видите, кому-то плохо, вы помогаете, чем можете. Деньгами, словом, делом, чем угодно. Вы очень отзывчивый человек. Но в то же время, знаете, вот иногда вы выставляете свои колючки как защиту. Порой вы даже выставляете эти колючки, когда, может быть, даже и не нужно их выставлять, но вот эта ваша защитная реакция, она как будто вот происходит, ну, помимо воли вашей. Напишите в комментариях, ребят, вот есть такие моменты или нет. И давайте сделаем, как всегда, наш маленький опрос. Вот напишите, есть у вас такая вот жесткость, может быть, защитная, да? Вы понимаете, что это ваша именно защита, это маска. Эту маску вы иногда снимаете, но только в кругу близких, каких-то самых таких, я не знаю, родных, друзей, приятелей. В кругу самых близких людей. Кто-то из вас пережил, возможно, даже, знаете, то ли это клиническая смерть, то ли вы были на краю пропасти, что вот-вот и вы могли уйти к праотцам. Тоже такой неприятный момент был. В вашей жизни была также женщина, которую вы до сих пор, может быть, даже вспоминаете, но вспоминаете с болью, с горечью, с утратой и с какой-то опустошенностью внутри. Эта женщина, конечно же, была вашей любимой женщиной. У кого-то была жена, у кого-то просто у вас были отношения, но настолько неизгладимый след она оставила в вашей жизни, что с одной стороны, может у кого-то даже проиграться, вы до сих пор ее, ну, не то чтобы любите, но это какие-то отголоски любви, да, вот вы ее до конца еще не отпустили. То есть вы умом понимаете, что все, назад дороги нет, но сердце пока и душа ее не отпускает. Напишите, у кого проигрывается, ребят. Напишите, отпустили вы свою женщину или все-таки еще нет. Далее, вы человек, который за словом порой в карман не лезет, да? Ну и, конечно же, это связано и с вашим, опять же, таким негативным опытом. И плюс вообще, ну, присутствует у вас такой довольно серьезный мужской стержень, да? Вы всегда обидчика можете поставить с легкостью на место.
Просто, опять же, вы будете смотреть на ситуацию. Стоит ли человека опускать ниже плинтуса, да, либо можно как-то по-хорошему договориться, потому что кого-то опустить вы тоже с легкостью можете, но вы это делаете очень и очень легко, редко, да, редко, но метко, как говорится. Вам бы хотелось, знаете, вот хотелось бы влюбиться. Вот это однозначно подойдет, я думаю, многим из вас. Потому что, ну, конечно же, поскольку это общий расклад, кто-то из вас еще живет с женщиной, да, я это вижу, ну, как бы читаю, да, ваши комментарии, понимаю, что кто-то живет и в токсичных отношениях, но по какой-то причине вы не хотите отпускать, либо разводиться, то я вам скажу, что неважно, холостой вы, либо же живете с кем-то, да, вот в каких-то таких токсичных отношениях, вам хочется любви. Опять же, я скажу мою любимую фразу, вот я вам могу с легкостью поставить диагноз. Ну, наверное, большинству из вас. Острая нехватка любви. Вот, ребят, ну вот можете мне даже написать, вот есть у вас острая нехватка или нет. Я не говорю сейчас о постели. Я говорю именно о любви, когда сердечко трепещет, когда бабочки в животе, когда тебе хочется 24/7 быть с человеком. Ну, то есть все вы прекрасно знаете все эти ощущения. У вас их у большинства сейчас не хватает. Да, среди вас есть, я вижу, такие, которые ну, пытаются заводить новые отношения, но опять же, это еще немножко не то. Да, это может быть симпатия, это может быть влюбленность, но это еще не та любовь, когда ты ночами не спишь, когда тебе хорошо, когда, ну, просто держишь за руку человека и уже балдеешь, да? То есть, опять же, у каждого по-своему проиграется, но то, что нехватка, это 100%. Итак, давайте будем ближе к делу, да, разбираться, в чем же вы боитесь признаться даже самому себе. Такой сегодня, наверное, психологический больше у нас расклад будет, ребят. Я решила его сделать, потому что, ну, я вижу и по вашим комментариям, да, вот и когда мне звонят на личные расклады, мы с вами замечательно общаемся, да, ребята знают, уже кто у меня постоянные клиенты, то я вижу все ваши такие, ну, внутренние проблемы, да. Я вижу то, в чем вы боитесь себе реально признаться, поэтому я сейчас хочу, ну так, уже немножко обобщить, может быть. Берите какое-то зерно себе, которое вам подходит, остальные могут просто слушать и наслаждаться. Прямо у нас эротический сеанс. Итак, ребят, в чем же вы боитесь себе признаться? Знаете, вот первый момент это то, что, опять-таки, как я только что вам говорила, что да, вы вроде бы хотите влюбиться, острая нехватка любви, любимой женщины, по-настоящему любимой, но у вас есть страх. У кого-то этот страх может быть осознанный, вы это понимаете, а кто-то подсознательно. Вот подсознательно не может понять, что происходит с ним, да? Вроде бы вы видите вокруг полно женщин, красивых женщин, разных женщин, да, которые вам могут нравиться, с которыми можно заводить отношения, свободные в том числе женщины, но вы по какой-то причине боитесь сделать первый шаг, а вы опасаетесь, да, вступать в новые отношения, хотя вам безумно не хватает этой женщины. Вы боитесь себе признаться, что вы заработали себе некие комплексы и страхи. У кого-то это проиграется, что вы заработали как раз благодаря вашей бывшей женщине, потому что как раз она распрекрасная. Ну, может быть, в последние, там, я не знаю, дни, месяцы, у кого-то недели, могла ваша прежняя женщина, с которой вы не очень красиво разошлись, она могла вас унижать, оскорблять. Тем более, если она отпускала какие-то колкости ниже пояса, то, что касается, да, вот каких-то интимных моментов, то те из вас, конечно же, находятся, ну, вообще, я бы сказала, в ступоре в каком-то, да. Вы сами себе боитесь признаться, что а вдруг это правда, то, что она сказала. Ну вот я сейчас, к примеру, приведу вот элементарно, да, какие могут быть высказывания. Я немножко утрирую, да, просто чтобы вы понимали. Довольно часто же, я уже как-то об этом рассказывала, но повторюсь еще.
Довольно часто женщины, которые расходятся, да, они назло специально могут говорить мужчинам гадости, зная, что они ему сделают больно, зная, что они унизят, оскорбят его и опустят ниже плинтуса, и как раз именно интимную сферу упоминают. Ну, то есть, это могут быть высказывания: да ты никакой любовник, да у тебя там и размеры не такие, и ты ничего не можешь, и то ты не умеешь, и, ну, в общем, ты никакой во всех смыслах, понимаете? То есть вот такие колкости, гадости женщины, многие говорят неправду. Чтобы вы просто знали, ребят. Если вы знаете, ну вот, простите за мой французский, да, все взрослые люди, такая деликатная тема. Ну, когда мужчина знает, да, что у него с размерами все в порядке, что он хороший любовник, что он может по всей Камасутре работать, там 24/7 и так далее. И когда ему говорят такие вещи, да, это неприятно, но с другой стороны это смешно, да, потому что ты сам видишь, что у тебя и с размерами все прекрасно, да, никто не жаловался и раньше как бы. И ты много чего можешь, и прелюдии, и Камасутру, и все что угодно. То есть проанализируйте, ребят, вы можете это сделать, да, вот кому говорились такие гадости, что здесь большинство было неправды. Но особо ранимые из вас, конечно же, будут переживать, страдать, и по этой причине вы будете бояться вступить в новые отношения, да, потому что, ну как же я вступлю в какие-то отношения, ну размерчик же не подходит, правда? Поэтому, ребят, это настолько такая чепуха. Я сейчас с вами, знаете, и как таролог, и как психолог разговариваю, потому что это довольно серьезная проблема для многих мужчин, и именно психологическая проблема. И я вам скажу, даже если у кого-то что-то из вас, ну, действительно есть какая-то такая проблема, да, мы не будем сейчас глубоко копать, я скажу одно: когда вы встретите женщину настоящую, которая вас полюбит, ей будет все равно, да, какие там размеры, какие там у вас умения, желания. Когда ты любишь человека, тебе приятно даже любое прикосновение, вы это знаете. В конце концов, вы можете даже научить друг друга, если вы что-то не умеете, если вы что-то не пробовали, да, те же там и позы, и все что угодно, да, потому что с одной женщиной ты будешь в миссионерской позе 20 лет, а с другой женщиной ты будешь по всей Камасутре и завяжешь своего бобика в узел. Понимаете? Поэтому очень и очень такой деликатный момент, да. Поэтому, ребят, я вам сейчас говорю о том, что не обращайте внимания на то, что в большинстве случаев вам говорят женщины, именно вот интимная сфера, когда вы расходитесь. Я думаю, вы это поняли, да? Кто-то из вас потерял веру в самого себя. Абсолютно. Вот вы боитесь признаться, да. Смотрите, те из вас, кто остался, может быть, без работы, да, ну, либо же, знаете, ушли, грубо говоря, там с одним чемоданом в одних трусах, да, такие тоже из вас есть. Вот вы потеряли веру в будущее. У кого-то из вас, может быть, даже сейчас, у кого свежие такие душевные раны, у кого-то из вас однозначно вот проигрывается такой некий тупик, да, вот ступор какой-то. Как жить дальше? Вам настолько плохо, вы боитесь признаться, что вы вообще никому ничему не верите. Вот эта ситуация, вот она тянет одно за другим. Вот вам все кажутся, особенно женщины, лицемерными, да? Это может быть еще одной такой причиной, почему вы оттягиваете, либо каким-то образом можете дистанцироваться от женщин. Это еще может быть, ну, такой, знаете, симптом, причина, как угодно называйте, что вы можете, ну, пороманить с кем-то, да, но глубоко вы пытаетесь не запускать отношения, вы не пытаетесь сильно сближаться с человеком, потому что вот эти все страхи, сомнения, опасения, а если еще, не дай боги, бывшая вам гадости наговорила, но это вообще такой тандем, что я просто не знаю. Вам везде могут казаться лицемеры, особенно среди женщин. Вы можете, опять же, кто-то это осознает, кто-то этого не понимает. Очень часто, ребят, я вам объясняю, опять же, психологические такие моменты, что нами в большинстве случаев руководит подсознание.
И порой мы можем даже не осознавать, вот почему мы идем налево, а не направо, да, потому что нами руководит подсознание. Потому что вы знаете подсознательно, если я туда пойду, меня ждет опасность. Если я сюда пойду, это уже будет безопасно. Я сейчас утрирую, но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Кто-то из вас однозначно утратил веру в себя. Несмотря на то, что у вас довольно много талантов. У вас столько, ребят, талантов. Среди вас есть, ну, действительно, талантища. И это касательно и профессий, это касательно и постели той же. Да? Вы можете ну, любые трюки акробатики в постели совершать. Главное, чтобы это была любимая женщина. Но вот эти страхи лицемерия, да, они очень-очень глубоко и плотно в вас сидят. У нас везде, вот везде у нас показаны лицемерие. Это такие ваши, знаете, вот подноготные такие страхи, я даже не знаю, вот как угодно можете их назвать, в принципе. Вам бы, знаете, вот хотелось бы, и причем, смотрите, вам бы не только хотелось женщину, у кого-то из вас однозначно есть на примете даже женщина, которая вам, может быть, нравится, с которой вы, может быть, даже хотели бы отношений, либо уже это такие первые шаги, когда вы начинаете там, ну так, романтику, да, романтические отношения. Но опять же, вот эти вот ваши подсознательные страхи, они могут вас застопорить. Причем, смотрите, ребят, вот на будущее. Я бы советовала тем, у кого действительно ну, серьезное переживание, да, вот вы сами это понимаете, что с вами что-то происходит, вы то ли боитесь, то ли опасаетесь, ну, хотя бы самому себе-то вы можете признаться, да, чего вы боитесь, ладно, вы можете другим не признаваться. Если вы понимаете, что вы сами не справитесь, но обратитесь к психологу, психотерапевту, да, чтобы вам все-таки размотали этот клубочек ваш с проблемами, со страхами, чтобы не было ну, проблем в личной жизни. Опять же, на чем я остановилась, да, вот есть женщина у кого-то из вас на примете, либо же это начало отношений. И я боюсь вот, что вы себе опять-таки придумаете какую-то отговорку, только бы сильнее не сближаться, только бы не влюбляться, да. Приведу пример. Часто мужчины вот такого плана, да, которые опасаются, которые психологически травмированные, часто такие мужчины всегда найдут в любой женщине какой-то изъян. Та недостаточно красивая, та недостаточно, там, я не знаю, хозяйственная, та еще какая-то. Хоть она может быть и трижды золотая. Всегда могут найтись какие-то отговорки, вот что-то в ней не так, понимаете? Поэтому вы можете опять же в очередной раз себе понапридумывать разных отмазок, только чтобы не сближаться, ну разве что такие легкие отношения. Хотя в душе-то вы хотите любви, ребят, понимаете, какая дилемма? Вам жизненно необходима семья. Кто-то из вас, я вижу, что очень хотел бы ребенка иметь, особенно если у вас вообще нет детей. Да даже те, у кого есть дети, многие из вас хотели бы ребенка. Поэтому, ребят, в первую очередь прорабатывайте вот эти страхи, сомнения, опасения свои. Потому что можно так либо же действительно остаться ну, в отшельниках, если вы не будете работать над собой, либо же там к психологу обращайтесь, либо же это будут просто какие-то короткие романчики, да, вот перебежки какие-то. Но я думаю, это вас не будет устраивать. То есть, в общем-то, это все решаемо. Ничего смертельного в этом нет, ребят. Многие из вас, я думаю, это все понимают, что вы боитесь, да? Хоть мужчины и не любят это слово страх, я боюсь, да, ну я же мужчина. Ну хорошо, назовем, вы опасаетесь. Вы опасаетесь снова на те же грабли, что снова вам сделают больно. Вот если по-простому, вы не хотите опять испытать боль, поэтому вы как-то так, да, вот колючки иногда выпускаете. Поэтому, ребят, я все-таки верю, что у вас все получится, вы справитесь. Кто-то в одиночку справится, да, со своими мыслями, кто-то самоанализом займется, кто-то пойдет к психологу. И у вас все получится. И, конечно же, у вас впереди ждет новая женщина, новые отношения. Главное, не накручивайте себя, и все будет хорошо. А кому понравился расклад,
Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!